Привет, YouTube! Это рубрика «Инстачек», где я по вашим запросам разбираю инстабренды, услуги и высказываю свое мнение. Сегодня мы поговорим о новой процедуре против темных кругов, которая называется камуфляж для глаз. О бренде косметики, который был создан моделями в США, но при этом выглядит он как копия Mixit, Riche, Femme Fatale и прочих российских разработок. Ну а также о водичке для бессмертия за 76 тысяч рублей. И если вы тоже хотите проверить какой-то бренд, гайд, косметолога или услугу из Instagram и не только, то, пожалуйста, обязательно присылайте мне ваши запросы вот сюда, в мой Telegram-бот. Ну а чтобы не пропустить следующее видео со своим запросом, обязательно нажимайте на колокольчик, пишите свое мнение под роликом. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Ко мне в бот поступило сообщение с интересной услугой. Новый вид перманентного макияжа называется камуфляж темных кругов. Вам прямо в нижнее веко, вот сюда, вбивают бежевый пигмент, чтобы закрасить синеву. И выглядит все предельно просто. Мастер елозит машинкой с иглой туда-сюда, а ваши потемнения под глазами бледнеют от краски. Цена данной процедуры 6000 рублей. Не заоблачно, но и не дешево. Косметолог, который проделывает это чудо, заявляет, что если патчи вам не помогают, то смело пробуйте камуфляж. Процедура нужная, безопасная и даже полезная. Якобы пигмент, которым проводится татуаж, содержит витамины, которые благотворно влияют на кожу. Кожа омолаживается, но при этом краска наносится неплотно и можно даже загорать. Ну и, конечно же, результаты. Любуемся. Лица девушек посвежели и помолодели. Правда, и тон поменяли. Стали светлее на пару оттенков в фотошопе. Или мне кажется? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А вообще, знаете, некоторым косметологам давно пора пройти курсы фотошопа. Ну или хотя бы потратиться на Facetune Pro. Кстати, мне недавно прислали очень интересное видео. Даже захотела вам его сейчас показать. Но это тем, кому уже можно самим делать свои курсы по фотошопу в косметологии. Вот носогубки. И губы ужасные. Оп, вот так вот. И немножечко, видите, четче контур становится. Ну да ладно, это было такое лирическое отступление. Возвращаемся к нашему камуфляжу. Ну, по сути, все же довольны. Ничего криминального. Хотя... А как вам вот такая красота? Эту фотку выложили на форум, где разбирают примеры работ по татуажу век. Девочка пришла к косметологу за помощью, чтобы удалить эти жуткие белые пятна. И, внимание, татуаж висит уже 4 года. 4 года бедная девушка ходит с белыми подглазниками. Да уж, камуфляж реально рабочая схема, ничего не скажешь. Тут же внизу другие косметологи дают советы, как избавиться от этой красоты. Прогноз неутешительный. Корректировать кожу под глазами сложно и опасно. Лазером для удаления пигмента работать бесполезно. Нужен курс из 8-10 процедур, и то никаких гарантий. А вот вам, друзья, еще примеры неудачных работ, которые, как оказалось, исправить практически невозможно. И вот смотрите почему. Я нашла мнение мастера перманентного макияжа, где она подробно рассказывает, что вывести светлый пигмент, который делают на основе диоксида титана, нереально, так как лазер просто не видит телесную краску. Удалять же неудачный татуаж на таких местах какими-то агрессивными химическими составами чревато образованием шрамов. И еще один важный факт, который следует учесть, это то, какой именно пигмент вам вводит в кожу. Наш мастер татуажа говорила, что это какой-то супер полезный состав с травами. Только вот на деле у нее в видео мелькает обычный пигмент для татуажа бровей, губ под названием Perma Blend. Цена вопроса 1500 рублей за баночку. На сайте Perma Blend я не нашла пигмента прямо для нижнего века. Здесь все стандартно. Рисуем стрелки на глаза, брови, губы. Ну а из светлых оттенков, которые очень напоминают кожу, есть блонд-пигменты для бровей или для шрамов. Их по ходу и намешивает по цветам наш мастер, как в раскраске. Ведь так и пишет. Авторская методика. И предупреждает, что нужно шарить в колористике, чтобы подбирать цвета под кожу. А потом и вовсе сознается в переписке, что да, мешаю. К слову, в сети я нашла эксперимент по выведению пигмента Perma Blend из кожи. Оказалось, что пигмент самый трудновыводимый. И процедура на фото выглядит весьма болезненно и некрасиво. Представьте такую кашу под своими глазами. Даже делать никто не рискнет. Да и бесполезно. Ну а мастер делится опытом, как уже годами не может вывести клиентке брови. Ведь пигмент может застрять в вашей коже навечно. Все зависит от типа красителя, техники, ваших индивидуальных особенностей. И знаете, что мне напомнила эта процедура? Где-то год назад я снимала видео, которое называлось «Процедура BB Glow». Там тоже вбивают в лицо краску, а потом у людей куча последствий. От акне до пятен. И кому интересно, обязательно посмотрите этот ролик. Я вот оставлю вам сейчас
ссылочку на это видео, очень интересно. И как я помню, одной из топовых побочек BB Glow как раз была пигментация. Вспоминаем, что упомянутая мастер татуажа говорила о том, что она наносит пигмент вуалью и тонким слоем. Логично предположить, что толку от подобного камуфляжа будет мало, как и логично заключение о том, что при плотном нанесении пигмента кожа под глазами не будет загорать. И мы будем ходить уже не с темными, а с белыми кругами. Помимо этого, загар на веке может ложиться неровно. Будут пятна. Сам пигмент может менять цвет со временем и становиться желтым или серым. А вот вам еще один сюрприз. Краска может просто не замазать круги. Не сработать. Специфика кругов под глазами такова, что кожа на этом участке достаточно тонкая, поэтому она имеет свойство просвечиваться сосудистой сеточкой. Это норма, если вы не больны. А когда татуаж полностью заживает, то капилляры могут начать снова просвечивать. Вот вам и камуфляж век. Вот скажите мне, стоит оно того, как вы думаете? Как по мне, лучше по старинке намазаться консилером и не рисковать. Ребята, все знают, что сейчас, после окончания самоизоляции, у многих остро встал вопрос поиска работы и подработки. Все мы поняли, насколько важно иметь подушку безопасности в виде надежной подработки, которая востребована даже в кризис и которую можно совмещать с основным заработком. И такой профессией стал курьер доставки. И до сих пор спрос на курьеров только растет и будет расти. Потому что люди поняли, насколько можно себе упростить жизнь и сэкономить время благодаря доставке продуктов, покупок из магазинов, личных вещей и документов. И вакансий курьеров вроде бы полно. Но у многих есть неудобные моменты. А хочется работать со свободным графиком в своем районе и самому регулировать количество часов занятости. И такие условия предлагает сервис «Курьер» от Яндекс.Такси. Не все знают, но это отличный способ получить дополнительный заработок, причем в любой удобный для вас момент времени. Например, едете домой с работы и завезли посылку прямо по своему маршруту. Или вышли прогуляться и по дороге занесли кому-то вещи. То есть ваше свободное время работает на вас, и вы получаете деньги. Посылки можно доставлять как на машине, так и пешком. Причем это не работа курьером, как мы привыкли ее представлять. Здесь у вас нет ограничений по количеству часов работы. Можно подрабатывать, когда и где вам удобно. Вам не нужна униформа, вы не привязаны к графику, у вас будет минимальный контакт с деньгами, ведь все заказы уже оплачены онлайн. Но для того, чтобы приступить к работе, понадобится минимум времени. Нужно оставить заявку на сайте, пройти регистрацию и обучение, чтобы легко освоиться, а дальше установить свой главный рабочий инструмент – приложение Яндекс.Про, где и будут распределяться заказы. Там же вы увидите карту, а также в любой момент сможете обратиться в чат с поддержкой. И прямо в этом приложении можно регулировать свою занятость. Хотите получить больше заказов? Ставьте режим на линии. Покупайте термопакеты и принимайте заказы на доставку продуктов из магазинов. Так вы будете заняты хоть целый день. Хотите ограничить область доставки или времени? Для этого есть режимы по делам, домой и мой район. И самое классное, что не обязательно делать доставку на машине. Для пеших курьеров минимум ограничений по работе. Всего лишь нужно быть старше 18 лет. А если хотите доставлять заказы на автомобиле, понадобится собственное авто. И такая работа подойдет тем, кто ценит свое время, ищет гибкие условия труда, тем, кто хочет удобно совмещать свои обычные дела с подработкой, и в то же время тем, кому нужен основной доход и полная занятость на весь день. И если вы ищете комфортную работу, то прямо сейчас переходите по ссылке в описании под этим видео. Устанавливайте приложение, выбирайте тариф и проводите свое свободное время с пользой. Друзья, мой телеграм-бот буквально завален просьбами проверить косметику Beautyfig, которая типа как приехала к нам прямиком из Нью-Йорка и уверенно набирает обороты в социальной сети. И у многих главный вопрос – производство все-таки США или нет? Зашла я в инстаграм бренда и сразу словила дежавю и просто, так знаете, оборжалась. И сейчас, друзья, будет игра под названием «Найди хоть одно отличие». Окей, справа поставлю продукты Beautyfig, а слева другие инстабренды. Итак, поехали. Что мы видим? Копия сывороток Riche. 0 отличий. Сюда же скрабы инстаграмные в черной упаковке. Такие есть у всех. И просто венец программы – это пипетки с рекламой точь-в-точь, как у Femme Fatale. Только девочки разные. Дальше меня убили банки а-ля Летик от Лерчик. Тут же висит средство с дозатором типа шприца, как у Mixit и Shine-Is. И вот знаете, если бы у всех инстабрендов мог родиться ребенок, то это был бы Beautyfig. Но единственное, что прям разочаровало, это то, что в их комплекте нет главного. Как-то они подзабыли про это. Это, конечно же, жопа щетки. Ребята, недоработка. Но, знаете, возможно, инстабренд понял, что все, мейнстрим закончился, и надо придумывать другую бесполезную вещицу задорого. Поэтому они толкают нам вот эти популярные губки. Обещают, что кожа будет как у младенца. И цены, на мой личный взгляд, у бренда далеко не демократичные. Многие продукты стоят около 3-4 тысяч рублей. Но, опять же, классика инстаграм-сегмента. И еще классика – это предлагать лечить акне косметикой. Вот, пожалуйста, набор из 3 продуктов от акне продают почти за 10 тысяч рублей. А пилинг для лечения
внимание, всех стадий акне, прям подчеркнуть, за 3250 рублей, 30 миллилитров. И знаете, хочется пожелать таким производителям, да чтобы вас всех самих высыпало, и вы все мазались своими пилингами. Ну когда это закончится? Наверное, никогда. Вообще, цены аховские. Но есть одна странность. Бренд продается и на Wildberries. И там таких ценников нет. Например, премиальное горячее обертывание за 3500 стало обычным горячим обертыванием за 400 рублей. И так почти со всей продукции. Ну а убийца возраста подешевел с 3000 до 700 рублей. В чем прикол? Типа в инсте мы люкс, а на Wildberries бюджет. А я вам отвечу, все очень просто. Потому что в Инстаграм привыкли покупать хрень за бешеные деньги. И вот у меня только один вопрос. Зачем они запалили свою наценку в 1000000%? Удивительный бренд и удивительный бред. И знаете, после всего этого цирка копий и странных цен встает мой классический вопрос. А кто у кого что спер? Кто у кого что спер? Просто Beautyfic нам рассказывают красивую историю о том, что бренд создан моделями Нью-Йорка для таких же моделей. И они уж точно знают все секреты красоты. Ведь они почти всегда должны выглядеть на все 100. Что за модели? Как создавали? Непонятно. Просто модели. Наверное, Ира Шейк, Джиджи Хадид, Наоми Кэмпбелл. Также Beautyfic пишет, что формулы косметики проходят жесткий отбор и вводятся в производство только после полной гарантии того, что они работают. А модели их еще и одобряют. И вот у меня опять вопрос. Да что за модели такие? Модели самолета? Ну а производство бренда, как уверяют нас, находится в США. Но доказательства этому ищите сами, чем мы, собственно, и займемся с вами. Во-первых, на странице бренда нет ни одного документа. В личку они этот вопрос упорно игнорируют. Прочитали и молчат. Ну вот скажите мне, это вообще нормально? И мне кажется, все это уже мега подозрительно. И, как минимум, нарушение прав потребителя. Чтобы посмотреть хоть какую-то информацию о производстве, пришлось пойти по отзывам. На этикетке из отзыва рекламы я нашла информацию о том, что произведен продукт в США. И изготовителем является GSS Cosmetics из Нью-Йорка. Однако нам дают только один адрес. Вероятно, юридически, так как, пробив его по картам, я не увидела никаких заводов. Лишь высотки бетонных джунглей. А вот дальше уже указан дистрибьютор. Это ООО GSS Cosmetics. Да-да-да. Все то же самое, только русскими буквами. И по адресу у нас опять здание, непригодное для производства подобных товаров. Давайте внимательно изучим этот GSS Cosmetics. Я нашла сайт компании и узнала, что они производят и распространяют продукцию премиальных косметических брендов, таких как Zeytun, Conner и Dr. Well. Помимо вышеназванного Beautyfic. Zeytun, кстати, с 2014 года в процессе ликвидации. А якобы немецкий Conner разрабатывает лаборатория с труднопроизносимым названием, имя которой на сайте бренда написано с ошибкой. Да и контактов нам никаких не дают. Но мне все же удалось найти сайт данной лаборатории, однако я не нашла у них ни слова о косметике. Только про кораблестроение и морские технологии. Кстати, лаборатория оказалась Кильским университетом прикладных наук. Зато я нашла страничку GSS на HeadHunter. И там они пишут, что в США, Арабских Эмиратах и Колумбии открыты их представительства. Что не то же самое, что сказать об американском происхождении бренда. И более того, друзья, они пишут, что производство в России. Российское же происхождение подтверждает и выписка. Дата регистрации, кстати, 12 марта 2019 года. Но это к словам Beautyfic о том, что они ведут свою деятельность с 2018 года. Ну, так, странненько. А еще они и на Wildberries палятся. Компания, мол, из США, а производство в Рашке. В итоге становится понятно, кто у кого что спер. Бренд решил пройтись под копирку по всем инстаграм-брендам и собрать лучшее. От иностранной легенды до сывороток с пипетками. Только спасибо, уже не надо. И так перебор. В общем, Beautyfic — это очередной пример того, как нам пытаются пропихнуть какашку в красивые обертки. Никого не хочу оскорбить, это лично мое мнение. И это было бы не настолько критично и страшно, если бы компания хотя бы не скрывала свое производство и не втирала нам что-то там про США, чтобы повысить доверие и продажи. Лучше бы не сдирали чужой дизайн и показали документы. Зато они даже создали якобы зарубежные странички в Инстаграм. Одну для США, другую для Арабских Эмиратов, но с накручиванием подписчиков и вовлечением аудитории вышло не очень. Да и надо ли? Раз это всего лишь инструмент для создания видимости международного уровня бренда. В итоге висят мертвым грузом. Давайте сразу договоримся, хочу прям это обозначить. Я ни в коем случае не хочу сказать, что отечественные производители — это плохо. Тут речь идет о совсем другом. Бренд придумывает историю для завлечения клиентов. А по факту мы даже не знаем, где именно была намешана косметика. Пользоваться продуктами Beautyfic или нет, конечно же, решать только вам. Но я бы все-таки на вашем месте задумалась, почему бренд решил таким образом приукрасить свою историю.
Ко мне в бот пришло несколько запросов на проверку целебной водички под названием Дайго, которая является чуть ли не панацеей сегодняшнего времени. Перехожу, значит, по ссылке и вижу достаточно приличный инстаграм с живой аудиторией и ярким наполнением. А еще звезды российского шоу-бизнеса свято клянутся, что не имеют никаких рекламных контрактов с Дайго и советуют нам испробовать эту водицу от всего чистого сердца и ради нашего здоровья. Вот как Тина Канделаки, например. И вы прекрасно знаете, что я обожаю Дайго, реально, потому что касается метаболизма, пищеварения, я лучший продукт не встречала. Люди, я вот реально, знаете, я не занимаюсь рекламой Дайго, мы с ними дружим, но у меня нет рекламного реально контракта. Но я могу сказать, что я перепробовала огромное количество продуктов. Вот более правильного, мягкого и эффективного продукта я реально не встречала. Что же это такое? Дайго – это метабиотик, содержащий в себе полезное выделение 16 видов кишечных бактерий. Как утверждает бренд, водичка совершенно безопасная, ведь это чистая органика и не лекарство. Ну а в составе у нас экстракт брожения молочно-кислых бактерий, лимонная кислота и молочная кислота. Но что же делает этот с виду незатейливый состав? Судя по описанию действия Дайго, это самая настоящая панацея от всего. То есть производители хотят сказать, что молочная и лимонная кислота в совокупности с выделениями определенных бактерий способны помочь желудочно-кишечному тракту в борьбе с Helicobacter pylori, диареей, гастритом, язвами, хроническими заболеваниями, ЖКТ, всеми видами аллергии, кариесом, неприятным запахом изо рта и, конечно же, водичка омолодит нашу кожу. И это далеко не полный список. И знаете, друзья, если бы все так и работало с этими живыми мертвыми бактериями, то мы бы давно уже стали бессмертными, благодаря йогуртам Даниссимо и кефиру с рынка. Но, как видите, мы там, где мы есть. Зато нам для долголетия советуют принимать чудо-порошочек по 3-4 саше в день, запивая или смешивая с водой. Но вот вопрос, сколько стоит эта чудо-водичка? Вот как вы считаете? Пока я не назвала стоимость, напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Написали? Окей. В общем, друзья, не буду томить. За 150 миллилитров или же 30 штук саше у нас запрашивают почти, внимание, 11 тысяч рублей. 11, Карл. Ну а теперь считаем. Допустим, курс составит месяц. Хотя нам нигде особо не говорят о точных сроках. Ну так, тонко намекая, что делать это придется долго. Ну, так как кишечная среда якобы постоянно меняется из-за употребляемой пищи, лекарств, алкоголя, стресса и прочих факторов. Думаю, ключевое слово тут постоянно. Но вернемся к подсчетам. Возьмем курс на месяц. Как мы узнали ранее, пить надо по 3-4 саше в день, а в пачке их 30 штук. В общем, если пьете по 3 саше, тогда вам понадобится около 3 пачек на 31 день. Так что будьте добры заплатить 32 с лишним тысячи рублей. Пьете по 4 саше в день, вынь да положь 43 тысячи рублей. Да, это еще и не все. Для особо отчаянных есть премиальная версия водички. Боже, премиальная. 120 миллилитров за 76 тысяч рублей. Я не знаю, что сказать. Мне кажется, или абсурдность цены просто зашкаливает. В составе люксовой версии присутствует почти то же самое, только добавились некие экстракты продукта ферментации лактобактерий. А еще бренд рассказывает нам о том, что продукт прошел клинические испытания в России и Японии. И вообще, что исследования ведутся уже 100 лет, а водица может продлить нашу жизнь. Вот скажите мне, друзья, почему все молчат об этом прорыве? Где новости по Первому каналу? Где все это? Наверное, не хотят перенаселения планеты. Но каким именно образом действует вода Дайго? С того же официального сайта мы можем найти информацию о неких теломерах. И якобы их длина определяет то, насколько молодо или старо мы выглядим. Теломеры – это защитные колпачки на концах хромосом. И чем они короче, тем меньше у нас шансов жить здорово и долго. А вот на их длину непосредственно влияет теломераза, которая замедляет их деление. И все бы ничего, если бы я не нашла статьи о том, что активация этого фермента связана с риском перерождения клеток. Иными словами, ученые из Федерального политехнического университета Лозанны в Швейцарии пришли к выводу, что теломераза способствует росту опухолей. Да, и вопрос влияния теломер на возраст клеток так до конца и не изучен. Поэтому уверенно говорить что-либо об их влиянии, наверное, не совсем корректно. Ну а теломераза – это лишь кандидат на звание эликсира бессмертия, и в то же время это главный фактор злокачественного перерождения клеток. А если организм стремится к вечной жизни, то он неминуемо погибнет от рака. Так стоит ли так слепо доверять метабиотикам, которые, как оказалось, появились относительно недавно и не имеют большой доказательной базы? Кстати, у Дайго выложены сертификаты на странице в Instagram, но единственный документ, который возможно проверить в открытых источниках, это декларация соответствия, выданная, кстати, на безалкогольный напиток. Однако тут у нас небольшая несостыковка. Почему-то последние цифры регистрационного номера заменены на иксы. Поэтому проверить декларацию в реестре
Не получилось. И еще один интересный момент. В декларации указан производитель. Это японская компания B&S Corporation. Однако единственный метабиотик, представленный у них на сайте, это метабиотик Lactis, который можно купить в России за 4 с небольшим тысячи рублей. А его состав идентичен Дайго. А вот водичку Дайго я находила только на русскоязычных сайтах. Стоит ли пичкать организм подобной водичкой? Это только ваш выбор. Несомненно, у здоровья нет цены, и мы порой готовы тратить на него любые деньги. Но мое мнение таково. Прежде чем употреблять что-то подобное, нужно обязательно посоветоваться со специалистом. И если ваш организм действительно требует помощи, я не думаю, что вам назначат безалкогольный напиток, как указано в декларации Дайго, а скорее лекарства или витамины. Друзья, на этом сегодня все. Большое спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Не скучайте без меня, увидимся скоро, в следующем выпуске. Ну, пока-пока.